Всем привет! Вы на канале Тиммейты, это Тома. И это Маша. Мы продолжаем продолжать продолжение Stray Kids versus 80s. Versus. А чё про противостояние? Продолжаем продолжать противостояние. Это первое слово, которое пришло ко мне в голову. Versus. Там тоже есть R. Да. Сегодня мы будем смотреть Синмина против Юнхо. Очередная пара, которая нам ни о чем не говорит. Ну, в плане, типа, что может быть общего? Конечно, Куала-Лумпур нам сейчас расскажет, мы будем шокированы. Хочу признаться, я до сих пор не поняла, в чем суть. Мне нравятся ролики, там, смешные шутки, нам очень нравится юмор, ваш школа. Но я нихуя не понимаю. Смысл в том, что мы все еще ничего не понимаем. Я какую-то, нить, возможно, уловила, но она довольно тонка. Возможно, для хирургии, которая рассасывается со временем, потому что, честно говоря, я уже ничего не помню. Так, у нас не лапки, мы знаем, что нам делать. Мы начинаем смотреть Синмина против Юнхо. Автор Куала-Лумпур, нами любимый. Начало многообещающее. Это у нас что? Мужчины. Мужчины за 30. Нет, о чем говорят мужчины? Хорошо. Снег идет с первым днем зимы. Уважаемые кей-поп-эссы, но мы не мерзнем, не спим и не расслабляемся. Ведь кто тогда на корейцев за тебя пялиться будет? Никто, кроме тебя, так элегантно это делать не умеет. Это во-первых. А во-вторых, без нас эти пираты недоделанные так и будут плавать в мутных морях. Ну ничего, мы им поможем, покажем, куда плыть и выведем их на чистую воду, потому что нечего у Stray Kids так воровать беспардонно. А если хочешь понять, что тут вообще происходит, посмотри предыдущее видео, где рельсы, когда есть шпалы, кто лучший бойфренд и что украли у нашего песика, узнаете только в этом видео. Stray Kids против 80s, здесь и сейчас. Пахли. Говоря об атизах, мы на самом деле говорим о Stray Kids, потому что это те же яйца, только в профиль. Поэтому я даже не сомневался, выставляя Аена против Йосана. Наш пи***к не подведет. Но я ошибся. Этот языкастый такие таланты продемонстрировал, что не отдать ему победу было просто невозможно. Проиграть такому визави — это не стыдно, Аен. Подрастешь, научишься с языком обращаться. В смысле английский подтянешь, а то ни б, ни ме. Stray Kids. 자, 리노 씨, go. I am sexy. 승민 씨, go. I am stay. 아이엔 씨, go. I am fuck. И после внезапного фиаско я занервничал. А что если атизы настолько крутые, что вынесут всех Stray Kids? Практически всех. Потому что за холинергическую крапивницу я отказываюсь голосовать. Отдам ему победу, мне что, ему руку жать потом? Подцеплю дифтерию какую-нибудь, мало ли где он там лазит. Не-не-не, скизы в сухую не проиграем. Но и опозориться не хочется, так что Stray Kids занутые, я призываю вас сплотиться. Эти атизоголовые уже довольно потирают ручки. Банда потихонечку начинает заманивать нас в криминальный район под названием Стейтини, а там по телекам только Супермайка крутит, и что-то тут нечисто. Поэтому, братья, пацаны, мужики, в конце концов, держимся. Предлагаю забыть все распри, временно проявить терпимость ко всяким сомнительным личностям в группе и не поддаваться древнему принципу «разделяй и властвуй». Собрались! Да ты у меня землю жрать будешь, падла! 낚시해봤어요? 해보긴 했는데 한 마리도 못 잡아봤어. Ты у меня леща сейчас поймаешь, Юнхо, гаси его, родной. Как вы видите, я нисколечко не предвзят, поэтому, чтобы Линоу сразу свое очко не проиграл, вместо него на ринг выходит собака-боксер. Ким шустрые лапки Синмин, вес до 70 килограмм, рост 1,3 метра не меньше, шутки посредственные, а значит по всем параметрам подходит для поединка с Юнхо. Синмин родился на 1 год позже, а значит уже наш
шаг позади, наш пацан, все как обычно. Вы думаете, они попали в пару случайно? По росту, ага. А каким боком вы мне тогда объясните, что Юнхо тоже песик? Считается голден ретривером, так как пи***ки в интернете очередную шизу выдумали. Характер у него собачий. Ну где вы здесь пса увидели? Ну посмотрите на него, это же барсук. О, энергетика золотистого ретривера у него якобы весь такой милый, добрый, теплый. Ага, а знаете, сколько Катя. всего он скрывает? Как минимум вот это. А я не поняла, это были виляние хвостом. Да. Я говорю, я же не понимаю. Собачье поведение. Да, абсолютно. И это... Формуля Катара всегда Девка, так он делает. распутная, а никакой не ретривер. Ну, как минимум, сразу заявляет нам о своей породе. В отличие от этого баламута, целое расследование проводили, выясняя, что он за собака такая. Так ни к чему и не пришли. Но Сынмин хотя бы на людях себя прилично ведет, не опускается до пошлятины. Настоящий мужчина. Да вы шутите? Ну хорошо, значит танцевальный баттл. Как считаете, кто из них круче танцует тверк? Лично я ничего не считаю, потому что Хёнджин Чокобой красивый на заднем плане весь мой взгляд примагничивает. Я вообще Сынмина не вижу. Пишите в комментариях, чей тверк круче. По логике этот раунд Юнхо забирать должен. Он все-таки главный танцор в группе. Проходил курсы аж в танцевальной академии сын Ри из Биг Бенга. А в клубешнике ты потом не танцевал случаем? Для тех, кто не знает, и хорошо, не знайте, но на всякий случай на Бусти аж целый ролик на эту тему имеется. Нет, ну что ж мы все вокруг да около. Очевидно, чем связаны эти две топ-модели по-корейски. Непревзойденным талантом влюблять в себя исключительно дамочек со стигматизмом. Золотое сечение да Винчи. Красиво вы вошли в мою грешную жизнь. Красиво. Пошли вон отсюда, никто вас в нее не звал. Мало кто знает, Голум из «Властелина колец», когда говорил «моя прелесть», смотрел не на кольцо, а на Сынмина. Или он на свое отражение смотрел, да неважно. Создатели Слендермена намеренно убрали лицо у персонажа, чтобы Юнхо их за плагиат образа не засудил. Но схожесть очевидная, ведь при виде обоих страшно до дрожи. Их совместная фотография была бы неплохим промо к выходу «Чужого против хищника». Настолько красивые айдолы, что и вы, и даже я в данную секунду не думаем про Банчана, а это уровень, между прочим. Фу, кажется, отпустила. В общем, выводы, голубушка, простейшие. Это синдром взаимного биаса. Если ты Эйтини и любишь Юнхо, то в Stray Kids твоим биасом будет Сынмин, и наоборот. Это не случайность, это закономерность. Мне книги пора писать по кей-поповедению, но это на пенсии, а то Хёнджина в бассейне один раз одного оставил, эта баржа чуть на дно не ушла. Так, вернемся. Подождите, пожалуйста. Уважаемые видео интернет-зрители, Подписчики, ты хотела сказать. не хотела. А пожалуйста, расскажите нам, просто ни у одной из нас биос ни тот, ни другой, а если у вас да, то работает ли это, Теория. спасибо, или нет, потому что, пока непонятно. К нашим красавцам. Поговаривают, что Юнхо имеет образ идеального бойфренда. Слушайте, Сынмину есть чем ответить, ведь не зря я рисковал жизнью, просматривая такие материалы, как клипы There и Your Eyes, и пришел к выводу, что Сынмин наименее кринжовый мембер в скизах на романтическом свидании. Посмотрите, за столом сидит уверенно, личное пространство не нарушает. Да, Феликс? Потом вообще на канатную дорогу тебя ведет, не стыдно, достойно. А, чур меня! Ясно, что там еще можно сравнить? Вайбовость. Да, мемберы, которые готовы зажечь в этой дыре и сделать это эффектно. 여기가 집인지 어딘지 모르겠어. 숙소지 여기지 어딘지 모르겠어. 여기가 바로 우리 집 침대. 바로 누워. Балдежные очки, брат, привнес веселье, Сынмин, зажигай.
Вот оно, лицо стрейкидзовской зажигалочки. Вот это прет энергетикой от него. Ну ладно, вот вам и стилевые очки, и прикол. О май гад! Так что идут эти двое ноздря в ноздрю, и речь даже не об Аене, поэтому перейдем к преступлению. Наблюдая за этими кокетками, я искал, что же Юнхо мог украсть у Сынмина, и это было раскрыть проще всего, ведь всем очевидно, что нашему песику недостает грациозности. Юнхо такая шпала непропорциональная, как он умудрился танцором-то стать с такими данными, это противоречит всем законам физики. А теперь переводим взгляд на наше полено. В любой хореографии задвигают мальчика подальше, чтоб не позорился. А представляете, если... Я сейчас подумала, что Сынмин танцует как JYP. Мы можем, конечно, еще раз пересмотреть кусочек, но как бы, ну, если вы со мной не согласны, то еще раз пересмотрите кусочек. Сынмин танцует как JYP. Если Сынмину дать пластичность и грацию, каков был бы мембер? Нет, все еще экземпляром для слабовидящих бы остался, но как бы гармонично смотрелся. Пивун и танцун, ну мечта ведь. Жаль, что Чанбин все эти свойства разбазарил за миску овсянки. Когда ж ты уже наешься? Скоро щеки как у чухни будут, а это такая нагрузка на мозг. Ну, в смысле, буквально голову вниз тянет под их тяжестью. Этот медвежонок себе может такое позволить, а тебя, боюсь, сразу к земле прибьет за неимением противовеса. Да что ж меня все к каким-то другим корейцам уводит, а потому что страшно на этих смотреть. Ну и что у нас по итогу? А ситуация неоднозначная. Лично я не могу склонить свой выбор в ту или иную сторону. Предлагаю в комментариях жестко втопить за своего болванчика. Вы там устроите срач, перегрызете друг друга, и не останется никого, кто будет пялиться на корейцев. Северокорейский план обретает новый виток, Пинки. У нас все получится. Лайк ставь обязательно и на Телеграм подпишись. Вдруг что-то важное забудешь. Например, на улицу выйти, снег потрогать, а мы тебе там об этом напомним. Ну и давайте напоследок протестируем новейшие северокорейские разработки. Забывай про корейцев, забывай про корейцев. Безнадежное создание. Все. До скорого. Я надеялась, что сработает. Очень хотелось, чтобы сработало. Мы можем просто включить такое. Там не будет на фоне «Забывай про корейцев». Буду тебе шептать. Ладно. Все еще ничего не понятно. Ничего. Шеньки. Ну, они оба собаки. Этого достаточно. Один высокий, второй нет. Один танцует, другой... Да, Поёт. но как JYP. Второй поет, ну, первый тоже, но на сильно разных уровнях, примерно как рост. Что бы еще? Чувство юмора. Ну, не, Юнхо, он такой... Он тоже своеобразный мальчик, чуть-чуть в другую сторону, нежели Уйон, но там, ну, типа... Ну, моментики бывают, в общем. Я не знаю, как это описать. Ну, это надо смотреть, видеть и улавливать, вылавливать. Но не так, как Минхо на рыбалке. Я запомнила. Скажи, пожалуйста, что-нибудь. Она уже все сказала, и мне так приятно. Потому что, ну, я залипла просто такая. Шутейки периодически. Ничего не понимаю. Ну ладно. На этом все. Ладно. Спасибо, что посмотрели это видео вместе с нами, и увидимся в следующих. Но, пожалуйста, мы все еще пытаемся разобраться в том, что происходит на наших экранах, и мы не оставим попытки. Мы сильные, мы смелые. Ну, мы зависимые. Ну, правда, да. Очень, если честно. К сожалению. В общем, да. Или счастью, я не знаю, и не определилась. Опять